внезапно решили собраться, и как-то все не получилось. Дописал Роме, я говорю, я еду кататься, он говорит, может мне поехать? Я говорю, так поехали, говорю. Через пару дней ударит минус 30, минус 35 и уже не покатаешься. А сегодня в районе минус 15, но сильный ветер. Он пишет, ну все, поехали. Звонит мне, ему пишу в ответ, что я говорю, на улице стою, тебя нет, поехал на ВП. Но, похоже, мы сегодня с ним не встретимся. На улице очень сильный ветер. Поэтому никто сегодня не катается. И даже пешком никто не ходит. Глаза зараза слезятся, ничего не видно. Слезы постоянно бегут. Ну алкоголики, правда, гуляют, да. Из дома выходил, 2 алкоголика поднимались. Доехал до перекрестка, там толпа алкашей стоит. Здесь он алкоголики ходит. Город алкоголиков, блин. Недаром говорят, что север – это место, где люди спиваются. Сейчас доеду до ПП, еще раз наберу Рому, если не ответит, то все, встреча провалилась, поеду сам, потому что очень холодно. Стоять и ждать невозможно, сразу замерзнуть. Надо постоянно двигаться. Блин, слезы бегут, вообще ничего не вижу, просто на ощупь практически едешь. Так, какие-то мелкие ориентиры ловишь. Углы забора, прочее. А так слезы бегут, причем отвратительная погода. Так, связь с Ромой потеряна. Я ему пишу, галочка не приходит, что он получает. А позвонить я ему не могу, потому что не стоит запрет на входящие звонки через телегу. Поэтому еду сам в речной порт. А Рома, если прочитает и все-таки выкатится, может быть, подъедет. Ну, если нет, значит, встреча провалилась. Не впервые. Ну, в мороз самая главная проблема, что ты выходишь на улице, ветер, холод, ты не можешь стоять там, ждать, не знаю, куда-то отъехать, посидеть. Ты просто каждую минуту замерзаешь. Сейчас ветрище такое, что просто, не знаю, метров 20 секунд, наверное, порыва. В такую погоду, если кататься, то обязательно нужно сразу садиться и ехать. Нельзя давать о себе стоять, чтобы не мерзнуть, чтобы не сильно остужались суставы. Особенно колени. И нельзя давать остывать своему велику. То есть ты на теплых покрышках выкатился, на смазке на обычной, все, и вперед. Не стоять. Да, погода вообще нелетная. Ветер очень сильный, хуже, чем вечером. Вечером такого ветра не было. Я решил через дамбу не ехать, потому что по дамбе, возможно, все занесло снегом. И там нет накатанной тропы. И там не проедешь, поэтому придется по тротуарам добираться до речного порта. Очень холодно. Ветер колет глаза. Блин. Зря поехал. Я надеюсь, что то, для чего я поехал, там еще работает, чтобы сделать красивый кадр. Тогда эта поездка будет не зря. Вот если я приеду и там нет того, что мне нужно, то это будет провальная поездка просто так. Как называется, поехал просто так, жопу поморозить. Ну, по штанам видно, пешеходы, какой сильный ветрещик. Просто ужас. Уже немного осталось. Благо у нас расстояния мизерные. Все близко. Если бы какие-нибудь расстояния были очень большие, тут такой мороз можно и не доехать, замерзнуть. Но мне сейчас по минимуму одежды. Главное, что на мне капюшон непродуваемый, сноуборд куртка, сноуборд штаны и 2 слоя еще одежды под этим всем. Сноуборд носки до колена и теплые из овчины ботинки. В обычных любых ботинках, там, которых некоторые любят щеголять зимой, которых почему-то называют зимние, у них многих задубеет в такой мороз и в такой ветер.
А я в своих до минус 40 могу гулять, и ноги не замерзнут. Ох, ветер, конечно, я очень сильно не люблю, из-за того, что ты ничего не видишь в нем. Постоянно приходится моргать, чтобы скинуть слезы, чтобы они поскорее стекли. Если бы не ветер, погода была бы очень классная. Всего минус 15, комфортная погода. Но ветер все портит. Еду по тротуару, потому что по дороге ехать невозможно. Там много снега по краям дороги. В этом месте, где обычно едешь, летом не поедешь. А если выкатиться на полосу движения, то ты мешаешь автомобилю. Поэтому, чтобы не создавать лишних проблем, четырехколесным еду по тротуару. Ну, тропинка тут, конечно, узкая, можно нырнуть в снег и упасть. Можно застрять в сугробе. Да. Катание, конечно, зимой тот еще экстрим. Особенно если у тебя не футбайк или МТБ на широких покрышках, а гревел на 700 на 38. Так, ну все, почти доехал до пункта назначения, осталось немножко. Да. Комфорта и удовольствия мало себе такой поездкой. И кажется, то, для чего я приехал, этого нет. Да, печально, очень печально. Надо было ехать раньше. Так, я тут буксую из-за того, что давление большое, не могу ехать. Да, все очень плохо. Я вообще приехал, чтобы сделать пару кадров теплоходов, которые встали над стой. Вот по дыму СТЭЦ видно, что очень сильный ветер. Дым вообще не выходит наверх, сразу идет, получается, в сторону, в бок. В общем, я хотел сфоткать теплоходы с прожекторами. А они уже все над стоя, никто не работает. Воду все посливали, разоружились полностью и покинули свои суда. Ключи сдали на посты охраны. Жаль, очень жаль. Ну, попробуем поехать туда, где стоят беляки, сделать оттуда, может быть, пару кадров. Потому что вечер сильный, пока я буду менять объективы, я замерзну, руки замерзнут и камера тоже замерзнет. Поэтому максимум смогу сделать всего лишь несколько кадров при такой погоде. Плюс там, где я сейчас буду стоять, там получается самая высокая точка. С двух сторон там как бы низменность. И я буду, получается, на самом продуваемом ветром месте стоять. Пока я достаю фототехнику, немного расскажу. Это зимние отстои судов в речном порту Якутск. Они здесь стоят всю зиму, с ноября и по май месяц. Только в мае они начнут движение. Все остальное время они здесь стоят, зимуют. Вот. Зимой здесь делаются подъездные пути каждому теплоходу для того, чтобы провести какие-то ремонтные работы, для того, чтобы сделать выморозку судов. И здесь по всей территории стоят охранные посты, где круглосуточно наблюдают за тем, чтобы никто не проник, не ходил, не гулял, тут ничего не воровал. Есть посты, получается, на берегу, на льду. И помимо постов с охраной, у которых часто стоят камеры видеонаблюдения, чтобы фиксация была. Так что не шаритесь тут никто, если не хотите проблем. И часто стоят вот такие вот домики, назовем их так, для людей непосвященных. К этим домикам всегда подводится электроэнергия, питание. Там в этих домиках стоят грелки. Эти грелки дают постоянное тепло. И в этом домике сделано, будем говорить самыми простыми словами, прорубь такая, там получается сквозное дно, оно не полностью зашитое, как сваренное. Там есть дырка, вот, и в этой дырке есть прорубь. И грелки нужны для того, чтобы вода там не замерзала. Либо замерзала как можно меньше. То есть и постоянно тот, кто отвечает за противопожарную безопасность, он ходит и проверяет во всех этих домиках, чтобы вода была в нормальном состоянии, а не замерзшая лунка.
поэтому проверяет работу грелок, обязательно подача тепла, то есть электроэнергии. Вот для чего это нужно? В случае, если случится пожар на каком-то теплоходе при ремонтных работах, подъезжает пожарная машина, она здесь нигде не возьмет вам воду, потому что здесь лед толстый, он замерзает постоянно. И вот они, пожарные рукава, подают в эти домики и оттуда качают воду. Там сколько надо нарастили себе шлангов и, пожалуйста, могут потушить пожар. По-другому никак пожар тут не потушить. То есть нет здесь нигде гидрантов, воды, все. И чтобы вот сюда, в случае чего, полностью не сгорели, обязательно такие домики стоят. Называются они ППУшки. 3 буквы ППУ. Кто не знал, теперь знаете. Очень важная вещь для безопасности отстоя судов. Так, ладно, сюда ставим нашу камеру. Сделаем пару кадров. Один кадр на полтинник сделаю. И остальные кадры на 70-200. Если руки не замерзнут, и смогу на него что-то снять. Вот. Флота сейчас здесь стоит очень мало. Раньше стояло очень много. Весь флот угнали в Осетрово, москвичи, которые выкупили речной порт. Поэтому здесь сейчас скучно, неинтересно и некрасиво. Раньше флота было много, он красиво тут расставлялся. И дежурное судно работало до где-то до вот примерно этого времени. До 15-20 ноября здесь оставались дежурные суда, которые следили за установкой. И они также играли роль противопожарных устройств. У этих судов пожарные насосы стоят на случай возникновения пожара. И они могли бы, допустим, подойти, разломать лед и потушить пожар. Это на период, пока ППУшки еще не стояли, пока лед еще полностью не встал. Вот так. Делаем пару кадров и едем греться домой. Очень прилично замерз. Все, сворачиваю технику и сваливаю поскорее в тепло домой. Очень холодно здесь на открытом пространстве. Руки уже задубели. Посмотрим, сколько показывает градусник. Очень холодно. Так, минус 21 градус. Вот так, не знаю, как будет видно. Короче, минус 21, очень холодно. Это наш гревел, который испытывает на себе столько всего, сколько не испытывает ни один гревел на свете. А еще он катается на летних покрышках, на которых нельзя кататься ни в коем случае зимой. Так говорят не особо умные продавцы этих покрышек. На улице минус 21, и я хочу сейчас снять для своих новых знакомых из Германии то, как звучит снег в такую погоду. Мало где есть такой снег. Сейчас снимем то, как он хрустит при такой температуре. Не все могут довольствоваться катанием в снег. Стокгольм. Полиция задержала Марк-2.
Единственное теплое место в царстве холода и льда. А еще поставили елку. Скоро Новый год. Булочки с маком. Ну все, булочки взяты, видео отснято. Можно ехать домой, монтировать небольшое видео путешествие в минус 21. Ветер продолжает дуть. Велосипед не замерз. Смазка везде летняя, ничто не поменяно на зимнюю. Продолжаю разрушать мифы глупых людей, у которых все нужно делать по фэншую, но которые при этом только сидят дома и никуда не ездят. А нормальные люди катаются, не испытывают ни с чем проблем. А это наша центральная елка. Ее уже вроде бы включали, тестировали. Подключили уже тут питание к ней. Скоро она зажгется и будет радовать нас до февраля месяца.